Я всегда очень ярко реагировал на красоту в окружающем меня мире, но я никогда не понимал, почему. Знаете, это как приходить в красивое место, говорить, что это место прекрасно, но не понимать, почему оно прекрасно. Мне было очень интересно это выяснить, чтобы воссоздать такую же эмоцию при просмотре созданных мной изображений. Я хотел понять, почему я посвятил большую часть своей жизни поиску того, что заставляет меня ощущать красоту. Мне кажется, людям сложно понять, чем я занимаюсь. Очень часто мои работы по ошибке принимали за фотографии. Хотя на самом деле это воображаемые места и объекты, искусственно созданные на компьютере. Зачастую эти места и объекты настолько реалистичны, что с легкостью обманывают человеческий глаз. Tricking human eye. Мне потребовалось почти полгода, чтобы найти специалиста, который полностью бы мне подошел. Я посмотрел множество великолепных работ по всему миру. Все они были отличными, но все же это было не совсем то, что я искал. И вот однажды я наткнулся на портфолио Якоба, а именно на его небольшую книгу, которую он создавал в течение 1 года. Таким способом он хотел еще глубже изучить 3D-графику, и это действительно уникально. Я никогда до этого не встречал никого, кто бы заходил так далеко, чтобы передать все вещи максимально точно. У меня появилась идея, что компьютерная графика могла бы быть использована не только для демонстрации проектов, которые еще не построены, но и как возможность представления уже построенных проектов в новом свете. Я связался с Якобом и спросил его, было бы ему интересно поработать над этим проектом. Он был очень удивлен, когда узнал, что проект уже готов. Он сказал: «Зачем я вам нужен?» Я ответил ему, что он нужен мне для того, чтобы вдохнуть в это место жизнь, передать эмоции, которые нельзя сфотографировать. Амал — это один из немногих людей, чей вкус схож с моим, и кто также хорошо понял смысл моей книги. Он настоял, чтобы я приехал в Рио на неделю и посетил это место, чтобы впитать его эмоции и полностью осмотреться. Такая преданность своему делу и желание так углубиться в работу — редкость. И мне это особенно необходимо для создания желаемого изображения. Когда я впервые посетил это здание, это был очень богатый опыт для меня. Просто потому, что мне никогда раньше не представлялась возможность побывать в месте, которое я презентую в своих изображениях. Я смог прочувствовать пространство так, чтобы оно запечатлелось в моей памяти. Я хотел так ясно запомнить его, чтобы вложить все его эмоции в финальное изображение. Также одной из задач было, если ты видишь эту сторону, у нас было другое. Мне очень повезло, что Амал обсуждал со мной сотни деталей и был готов объяснять и учить меня. До этого я практически всегда обращал внимание лишь на визуальную часть мира вокруг, но его точка зрения была иной, функциональной. Познание этого позволило мне применять принципы функциональности в работе для получения еще более качественных изображений.
visual image. Мир вокруг нас удивительно детализирован. Он сформирован из тысячи переменных, таких как текстуры, освещение, малейшие неровности стен и прочее. Человек воспринимает мир через эмоции. Создать изображение, которое вызывает эмоциональный отклик, значит понять эти перемены на 100%. При этом, если вы неверно передадите свойства хотя бы одной из этих составляющих, вы нарушите целостность восприятия изображения. Wrong, that means breaking that experience of the image. Внимательно изучив окружающий мир, начинаешь осознавать, что абсолютно каждый материал обладает своими уникальными свойствами. Чтобы получить наиболее точные и качественные текстуры, которые корректно передадут свойства материала, необходимо приложить огромные усилия, что в свою очередь подразумевает, а во многих случаях и требует изобретения новых методов получения этих текстур. Со временем я понял, в достижении лучшего результата нет короткого пути. Чтобы получить возможность достичь желаемого, необходимо вкладывать огромное количество времени в каждый этап вашего рабочего процесса. Привет, Якуб, как ты? У меня есть идея, мы могли бы организовать выставку, чтобы ты мог показать всю работу, которую проделал. Потому что я считаю это великолепной работой, которая заслуживает того, чтобы о ней говорили. Подумай об этом и дай мне знать, какие у тебя мысли на этот счет. Я сказал Якубу, что было бы отлично организовать выставку для того, чтобы поговорить о проделанной им работе, чтобы наконец привлечь к беседе о компьютерной графике людей, в том числе с ней не связанных, потому что я считаю, что одна из наиболее крупных проблем заключается в том, что большинство людей не знает, что такое компьютерная графика. Вот так. Только теперь смести ее сильно влево. Они абсолютно не понимают, как создается изображение. Якуб проводит невероятный объем работы, чтобы подготовить текстуры, передать все детали изображения максимально правильно. При этом сложность заключается не только в техническом плане, но и в креативной части. Я думаю, если бы люди знали это, они бы высоко это ценили. Я убежден, что компьютерная графика — это не только технический инструмент. Аналогично фотографии, она с одной стороны может использоваться для коммерческих целей, а с другой — для того, чтобы вложить частичку себя в свои работы. Я уверен, что компьютерная графика — настоящее средство художественного самовыражения.
Я на самом деле убежден, что Якуб способен проложить путь к признанию компьютерной графики не только в коммерческом плане, но и как форма искусства. Потому что лично я верю, что через пару лет работы, созданные при помощи компьютерной графики, будут выставляться в музеях. Перевод и озвучка Синица Visual.